Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Как же вы у меня поживаете? Расскажите мне, если бы вы могли вот так вот мне взять и рассказать, как бы было хорошо. Но надеюсь, что у вас у всех все просто замечательно. У нас сегодня опять пасмурная погода. Даже уже пошел слегка дождик. Что я никак не найду свое место. Пошел опять дождик. Ну, сейчас уже период такой. К весне у нас начинаются вот эти дожди. Ну что, хотела я записать с вами видео. Я сегодня к вам из машины. Так как я сейчас еду на перерыв к Милашке. К моей Милашке. Еду на перерыв. Забрать ее домой. Пообедала и обратно отвезу на работу ее. Ну, а пока я еду, я хочу с вами поговорить. А поговорить я с вами хочу на тему. Многих из вас интересует, потому что мне уже писали, и не один человек, почему я перестала делать видео о своей работе. О своей работе, хотя я там показывала только уголок на кухне, где я готовила. Не могла ходить по всему дому, снимать весь дом, показывать весь дом, потому что, мне нельзя этого было делать. Я взяла разрешение только на то, чтобы показывать угол, где печка. Я говорю, можно я буду там снимать? Ну, мне разрешили. И иногда, очень редко, показывала детей, ребят, когда они тоже этого хотели. Но в данный момент я этого не делаю. Уже с января месяца, если вы заметили, я этого уже не делаю по простой причине, что я уже не работаю у них. Я у них не работаю уже. Все, я закончила свою трудовую деятельность, и я ушла с работы. Ушла с работы я по собственной воле, девочки. Я вам это не рассказывала, потому что, как-то ушла и ушла. Ну что, да, я там пробыла много лет. 18 лет я там пробыла с ними. И в конце этого года, 22-го, я решила, устала я. Я скажу вам, вот честно, я устала. Я очень устала, потому что я работала без перерыва, не останавливаясь, так скажу. И я просто-напросто устала. Да, я долго думала, да, я долго переживала, как будет, что будет, уходить или не уходить. И еще больше я переживала, как я об этом им объявлю. Все-таки это немалый срок, 18 лет. Девчонкам моим исполнилось уже 18 лет, вот в феврале как раз. А я в феврале к ним и пришла на работу 18 лет назад. Вы можете себе представить, я всегда с ними отмечала свою годовщину работы. Я говорила, у вас день рождения, а у меня годовщина моего стажа. Вот так мы всегда с улыбкой, с шуточками. Они годы свои прибавляли, а я стаж свой прибавляла. Вот я у них отработала без 2 месяцев 18 лет. Так, я на перекрестке. Поехали. Ну что, они, конечно, они уже взрослые девочки. И особого такого несчастья в мою сторону, что я от них ухожу, не было. Конечно, им было немного жаль. Не знаю, насколько немного, но я видела это все. Мне самой было жаль, но я просто не хотела уже оставаться. А по той простой причине, что у меня закрывался год. У меня закрывался год 22 полностью работы, и закрывался как раз контрактный, и закрывался как раз с налогами тоже год. И я так думаю, ой, как-то все прям так, И я вот это все долго-долго взвешивала, наверное, где-то с сентября
ну вот после свадьбы уже, да, вот как-то уже я начала вот над этим думать. А то я вначале со своей заловушкой Фатимой, которую вы тоже прекрасно знаете, думала: ой, Фатима, может, я к тебе туда съезжу на какую-нибудь работу? Она мне говорит: а мужа своего кому оставишь? Я говорю: ну, муж мой здесь, он тоже не работает. Вдруг найдется какая-то семья, кому нужны муж и жена. Бывает так. Ну, я, конечно, пошутила с этим, но были такие разговоры, а потом дальше больше, думаешь больше, и уже на самом деле, ну, мне ж уже не 15 лет, все-таки я устала, у меня проблемы со здоровьем, и пришло время сделать какую-то паузу. Бывает в жизни такой период, когда наступает момент, что тебе надо все остановить или все поменять. Ну вот, так как я ни на что не поменяла, у меня момент просто все остановить. Работу. Не хочу я больше пока работать. Я про себя подумала, если будет какая-то подработка, там 2 раза, 3 раза в неделю, но уже чтобы я не была так привязана, прям привязана, что вот как я была 18 лет привязана, что я не могла взять ни больничный, я, конечно, могла, но я не брала, потому что я чувствовала ответственность, я знала, что дети, я знала, что им надо приготовить, что их надо накормить. Я с рождения с этими детьми была. И поэтому как-то, ну, у меня не такой характер. Если я должна, то я должна выкладываться и отдаваться вся. Я работала добросовестно, и никогда у меня мысли были уйти. Я, знаете, сколько раз уходила, когда они были маленькие. Ну, это было, правда, невыносимо. Я уходила раза 3. Оставляла их на морях, когда были с ними, ну, они еще маленькие прям были, ну, потому что, например, 2 первые близняшки, просто я физически, я тогда работала не по 5 часов, я тогда работала целый день, а если я ездила с ними на моря, то я там жила у них, я же не могла приезжать обратно с морей, а находилась с ними там день и ночь, и для меня это бывал просто ад. Я скажу так, потому что с грудными 2 близняшками было мне очень тяжело. Это все время прошло, это все время мы вспоминали потом со смехом, с насмешками. Ну, конечно, я их люблю, я по ним скучаю, но я физически уже не могу. Физически уже не могу. Да и, как я уже сказала, я в России отработала 20 лет, парикмахерской, и все, пришел момент, что надо было что-то менять. Ну и здесь я отработала 18 лет, то есть пришел тот самый момент жизни, когда надо что-то поменять. Ну вот я и поменяла. Теперь мы оба безработные с моим мужем. Сидим дома, не горюем. Когда я сказала своей хозяйке, что я должна с тобой поговорить, хочу тебе что-то сказать, просто мы с ней не виделись в последнее время, часто они уходили рано, я приходила, у меня были ключи, и все вот так, ну, уже столько лет, поэтому она так на меня смотрит, говорит: что-то случилось? Я говорю: да нет, ничего не случилось, просто я хочу, говорю, тебе что-то сказать, И я ей сказала, я говорю: ты знаешь, я хочу закрыть, я хочу уйти, я хочу закрыть контракт, я хочу отдохнуть, вот так вот. И она так сразу: ты контракт хочешь закрыть? Я говорю: да, я хочу и контракт закрыть, потому что я устала, очень стресса много уже для меня, и я хочу взять паузу, я хочу просто отдохнуть. Не знаю, насколько, ну, я сразу не сказала о том, что я, если буду работать потом, то, ну, это мое личное дело, то я буду работать 2 раза или 3 раза. Я не знаю, что я буду делать, но даже в данный момент я пока не работаю. Ни 1 день в неделю, ни 2 дня в неделю. Поэтому я не знаю, что будет завтра, как сложится жизнь. И поэтому я ей просто объяснила, что я устала, и мне надо закрыть здесь все и освободиться. Да, я там пробыла большой срок, 18 лет.
Вот, и, конечно, ей это было очень неожиданно. Для нее это было очень неожиданно. Но, тем не менее, она вошла в мое положение. Я ей очень благодарна. Я ее попросила, чтобы она меня уволила сама, так как здесь такой закон, чтобы подать потом по безработице, нужно, чтобы тебя увольнял именно хозяин. Иначе потом ты просто никакую копейку не сможешь получить от государства, от того, что ты безработный. Ну, она сказала, да, конечно, никаких проблем. И еще это надо потом в течение 5 дней быстренько оформить, чтобы там свои сроки какие-то есть. В течение 5 дней увольнительное заявление и вот это все. Она все это мне сделала, спасибо большое, конечно. Ну и вот, я вам должна сейчас объявить, что я не работаю, девочки. И поэтому вы не видите у меня на канале больше моих девчонок и мальчишку по причине того, что я уже там не работаю. А то многие уже мне писали, думаю, ну надо ж рассказать. А у меня то одно, то другое. И вот так я вам сейчас решила по дороге об этом оповестить вас. До пенсии мне еще рано итальянской. Очень рано. Так, сейчас мне 59, пенсия здесь будет 66, поэтому... Ой-ой-ой, что-то я веточками, наверное, по машине прошлась. Поэтому 66. Вот так. Вот такой срок здесь для итальянцев. Да, и я уже тоже итальянка, поэтому буду ждать своей пенсии итальянской. Боже мой, ну это смешно, конечно. Я знала, что я никогда бы не доработала 30 лет или 40 лет там этого стажа с выплаченными налогами. Стоять, да, с выплаченными налогами. Законы, конечно, очень суровые, и поэтому кто их сможет сделать-то? Я уже не в состоянии. Допустим, у меня все болит, все мои кости болят. Ну что делать? Вот такие мы. Еще вы у меня спрашивали, я не помню, кто спрашивал, но были вопросы тоже про Массимо, какая у него работа и что у него. Он все так же продолжает работать 2 раза в неделю, иногда 3 раза, но это 3 раза бывает редко. 2 раза в неделю своего двоюродного брата в пиццерии. Помогает ему, делает пиццы, так как он является пиццайолом, имел свою пиццерию, для тех, кто не знает. Но, к сожалению, его возраст уже не такой востребованный. Сейчас все ищут молодежь, так как с молодежью у них намного проще проходят все эти манипуляции оплаты, не оплаты. Молодежи платят они меньше. А Массимо, даже если является профессионалом своего дела, его просто не берут по той самой причине, что профессионал, ну и возраст. И возраст уже его, да, после 50 его возраст не востребован, к сожалению. Поэтому он, как всегда, тоже в поиске работает. Ну, мне легче, я могу пойти 1-2 раза на любую работу, ту же самую, помощницей дома, гладить или убирать. Вариантов много. А вот мужикам очень тяжело, итальянцам самим очень тяжело. У них такого выбора, к сожалению, нет. Все ищет, да, все пишет куда-то, по объявлениям звонит. Но пока в данный момент он работает у своего двоюродного брата на этом пиццерии. Я просто слежу еще и за дорогой, поэтому немножко теряю свои мысли.
Ну вот, вроде бы все, что я вам пока хотела рассказать про нас. Вот такие дела, девочки. А всем остальным моим зрителям и подписчикам моего канала хочу пожелать хорошего дня, замечательной недели. Будьте живы, здоровы, мирного неба над вами во всех углах мира. Пусть все будут счастливы, любимы, радуйтесь жизни. Надеюсь, вам мое видео было полезным. И я буду заканчивать. До новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.